Всем привет! Многие задаются вопросом, возможно ли отремонтировать вот такую вот кнопку дворника. У меня есть видео на канале про ее замену, также замену механизма заднего дворника. То есть на некоторых машинах возникает такая проблема, что окно багажника не открыть при помощи нажатия вот этой кнопки. То есть возможность, да, есть, но только с брелока машины можно открыть заднее стекло. Итак, смотрите, кнопки я вот так вот раскладываю. Одна кнопка из этих не рабочая, какая именно, вы можете написать в комментариях, пока я проверяю. Это кнопка номер 1, 2 и 3. То есть, на ваш взгляд, какая из этих не рабочая при нажатии на вот этот вот механизм. Здесь кнопка такая вот. У меня мультитестер. Я включу его в режим прозвона. Я его включил. Он в рабочем состоянии находится. У меня подготовленные через щупы вот таким образом. Здесь оригинальный разъем стоит. Здесь номер его есть, если кому надо. То есть все будем делать достаточно быстро и проверять также быстро. Я беру первую кнопку и проверяем. И заодно посмотрим, возможен ли ремонт. Так, первая кнопка рабочая. Вторая кнопка рабочая. Третья кнопка рабочая. Но до этого момента почему-то она не работала. Так что условно она рабочая. Сейчас вот здесь я провод пошевелил. Вот видите, звук перестал идти. Вот здесь есть термоусадка. Я это не делал. Это кто-то сделал, видимо. Эта кнопка была заменена на моей машине. Сейчас мы ее вскроем, эту термоусадку, и посмотрим, что там, и разберем саму кнопку. Срежем термоусадку. Здесь посмотрим состояние скрутки проводов. Вот так вот даже. Тут скрутки никакой не было. Может и была как-то перемотана. То есть провода не паяно, ничего, просто вот так вот. Как-то это было скручено. Вот таким вот образом. Теперь мы разберем вот эту вот кнопку. Вот здесь пластик целый этой кнопки. Сейчас посмотрим, где-нибудь может рваный есть. Здесь тоже целый. Так, здесь тоже целый. Разберем вот эту кнопку, так как она вообще просто в хлам. Здесь кнопка пропаяна, как оказалось. Попробуем срезать. Пошло. Пластик достаточно твердый. Ножом вот так вот не срезать. Ну, для такого случая у меня есть проверенный нож.
Продолжаем вскрытие. Вот таким вот образом выглядит внутреннее устройство кнопки. Здесь переключатель стоит. Вот он. Механизм. Вот я нажимаю сюда. Вот таким вот образом работает. То есть по шву я резал, и я не повредил вот этот вот механизм. Сейчас мы дальше разберем эту кнопку и посмотрим. Это часть механизма. И остался здесь сам переключатель. Вот я достал переключатель. Выглядит он вот таким вот образом. Провода идут сразу в него. То есть здесь по факту вот этот вот переключатель вот таким вот образом выглядит, получается. И от него сразу здесь провода идут в разъем. Вот, пожалуйста, посмотрите, если кому надо. У меня здесь таких 3. Ну и по замене, заменив этот переключатель, здесь получается, поставив его на свое место, вот таким вот образом, то есть достаточно быстро я это сделал, поставив этот механизм назад, вот я придерживаю, так как вот эта вот часть должна упираться в крышку, которая здесь у меня нету, то есть переключатель вот так вот будет работать. То есть вот эта вот крышка, здесь такая вот типа губка, вот она, и вот таким вот образом обратно все на клей посадить или паять. Если кому будет необходима новая кнопка с крышкой здесь, то есть кнопка и крышка, это комплект получается. Вот этот номер для заказа, это в оригинале идет. Я покупал себе такую новую и устанавливал. По поводу замены вот этого вот переключателя, то есть переключатель выглядит вот в таком вот виде. Смотрите, здесь необходимо
вот этот разъем вот так вот приподнять, то есть освободить вот эти вот контакты и с этого разъема выдернуть вот эти вот провода, и получится итоговый результат. Вот такая вот кнопка под замену. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.